Здравствуйте, как говорится, всем привет с Канады. Как обещал, до этого вот хотелось бы поговорить про организацию Всемирный экономический форум. Э, Уже поставил ролик про ее создателя, про ее организатора Гера Клауса Шваба. Называю его Гером не просто так, все-таки у меня до сих пор, чем больше я учусь про эту организацию, тем больше у меня вот эта вот ассоциация с этим кино «Мстители», как я уже говорил в прошлом ролике, этот фильм «Мстители», там, где вот эта гидра. Отрежь одну голову, вырастет две новые. Вот. Уж очень она мне напоминает все-таки вот эта организация, эту гидру. Значит так, сразу скажу, что чтобы меня не мог никто упрекнуть там в том, что я слушаю конспирации или как-то пропагандирую конспирации. Я действительно ничего про эту организацию не знал, буквально, ну вот, может быть, слышал как-то, опять же, вот конспирации какие-то, но больше как заголовки. Друзья вот мне сказали пару раз, поэтому и решил проверить насчет этого. Но ни в какие конспирации я не вдавался. И основывать буду свое мнение не на пропаганде в одну или другую сторону, а именно как бы как я это понимаю, причем источник мой будет именно сама организация. То, что я делаю, это вот я заходил к ним на сайт их, не проверял, что они пишут, начал смотреть видеоролики пресс-конференций ихних, которые они же сами поставили в YouTube, например. Если кому-то будет очень интересно, могу дать ссылки. Вот смотрел сегодня этот ролик про великую перезагрузку, про книгу, которую написал Гер Клаус. Ну, опять же, это уже называется вдаваться в подробности, скажу в общем, да, вот что я понял из того, что я прочитал, из того, что это вот цель организации и так далее. Значит, как я уже говорил, организация была основана в 1971 году, но ничего о ней не было известно толком, как так сказать, простым людям, и она довольно сильно оставалась в тени. Вот из тени она начала выходить вот только последние года, особенно вот очень серьезно вышла из тени, когда вот началась эпидемия короны. Э, Буквально вот тоже очень немного странно, потому что вот эта книгу, которую он выпустил, мировая перезагрузка, глобальная перезагрузка, которая именно, как говорится, причиной ей стала, как они говорят, корона. Но я сомневаюсь, что они именно вот как, после того, как появилась корона, это придумали, потому что видно, что было подготовлено, материалы были к этому подготовлены, потому что, напомню, корона в Китае началась в декабре 2019 года, когда еще толком никто ничего не понимал. На Запад она пришла позже, где-то вот в марте, по-моему, люди поняли, что что-то не то, и там что уже серьезно начало, страны начали закрываться, вот где-то в середине марта. По крайней мере, Канада закрылась. И в июне, по-моему, если я не ошибаюсь, 2020 года уже вышла эта книга. Ну, слушайте, во-первых, надо, так если представить, там серьезная книга, и как бы надо сначала подумать, продумать, придумать все, что там писать, потом все это написать, потом проверить, потом туда-сюда, на ошибочки и так далее. Ну вот они в течение 3 месяцев уже выпустили книгу, получается. Вот в середине марта там люди начали понимать, что происходит, и то не до конца. Даже правительства были в шоке, не говоря уже хуже. Вот, и они уже вот в июне выпустили книгу. В эту организацию входят, как я уже говорил, мельком, очень влиятельные люди, очень крупные промышленники, очень крупные корпорации, очень крупные экономисты, но не из тех, которые там теоретики, которые бедненькие и сидят там в университетах на какую-то маленькую зарплату или в институтах, а серьезные экономисты, как бы, которые заработали хорошее бабло, что типа понимают, о чем говорят. Входят туда же политики. Обычно это политики, которые очень энергичные, очень влиятельные, и в них есть вот какое-то вот какая вот искорка, так сказать, в хорошую или в плохую сторону. Вот чувствуется, что считается, как бы я так понимаю, как я понял, считается, что они могут повести за собой массы. На протяжении последних лет у них как бы есть конференции каждый год, обычно в городе Давос, в Швейцарии.
на протяжении всех этих вот этих годов на конференциях выступали не только члены, так сказать, этой организации, но и были гости. Например, вот Урсула, вот это президент Евросоюза, она там выступала, и премьер-министр Китая выступал, как они его называют, и с России там кто-то выступал, по-моему, я уже не помню кто. Короче, выступали серьезные люди. И опять же, они очень смотрят на то, кого они принимают в ряды и кого они кем ставят. Вот, к слову говоря, например, вот наша Христя, она не просто член организации, она сидит там в совете директоров. Хотя, опять же, насколько много решает совет директоров, я не знаю, потому что лидер у этой организации вот как бы даже по процедурам организации бессменный. Типа лидера там не выбирают. Вот лидер есть вот этот Герклаус, вот он лидер. Ну вот наша Христия, например, она сидит она член совета директоров. А Труда, например, хотя, казалось бы, он-то посерьезнее, премьер-министр, но вот он всего лишь член. Причем во всех, извиняюсь, цензура может быть серьезная, я знаю, но во всех смыслах этого слова. Вот, так вот он только член организации, и это понятно, потому что, ну, даже вот с тем, что я не очень сильно люблю Христию из-за ее прошлое, из-за ее будущее, из-за ее настоящее, вот как бы куда она ведет, как она себя ведет и какие идеи она подает, типа замораживать банки тем, кто жертвовали конвою свободы и так далее. Вот. Но у нее чуть-чуть больше мозгов. Она как бы в Гарварде училась, и журналисткой работала в Америке, и когда училась в Гарварде, еще и в Москве училась, и то все третье, десятое, и тянет она серьезно, и персона нон-гранде все-таки в России, причем еще до того, как стала министром иностранных дел, задолго до, за ее резкую критику Путина, за ее резкую критику политики России и так далее на внешнем мире, как бы, вот, ей запретили въезд в Россию. Потом, когда она стала министром иностранных дел, ей сказали, что, смотрите, можно что-то поговорить, типа все-таки министр иностранных дел. Но она сказала, что ей это не надо, ей по барабану. Так ее и оставили в черном списке. Вот она все-таки поумнее, чем Труда, который просто неудачник. Пытался быть боксером, не получилось. Пытался быть учителем драмы. Закончил там какой-то колледж простой, не Гарвард. Стал учителем драмы, что-то поработал там, а потом пошел по стопам папы. Благодаря имени своего папы, благодаря деньгам. Вот. И до сих пор как бы понятно, что ну, ничего серьезного ему бы не доверили, потому что все, что он говорит, это полная чушь, если не написано по бумажке. А если написано по бумажке, его что-то спрашивают, ответ к которому он заранее подготовлен был, так он просто несет всякую чушь, запинается, затыкается, не может ничего сказать. Но вот поэтому он всего лишь член организации, потому что все равно престижно, что вот у нас простой член организации, это премьер-министр Канады. Вот. А заместитель премьер-министра у нас в совете директоров. Но вернемся, опять же, извиняюсь, конечно, за того, что отошел от темы чуть-чуть. Все-таки Канада, живу в Канаде, мне это немножко больно, особенно после конвоя. Особенно два этих кадра. Как бы вот как начинаю про них говорить, так меня сразу несет, сносит крышу и прорывает. Вот. Вернемся к организации, значит. Ну вот, организация, опять же, состоит из корпораций, состоит из людей типа Билл Гейтса. Элон Маск, кстати, не входит в эту организацию, но как-то так получилось. И я даже, как бы, в принципе, думаю, что понимаю почему, потому что он, как бы, он хотя и очень богатый человек, но он не совсем капиталист. Он, как бы, все-таки, да, ему важна свобода и так далее. Вот он сейчас за Украину тоже сильно помогал им, и Starlink послал им и так далее. Вот. Ну, короче, неплохой парень этот Илон Маск. И да, говорит, что ему важна свобода людей. Вот. Поэтому в этой организации он не сильно там присутствует. Но вот Билл Гейтс, например, который, ну, Билл Гейтс, умный мужик. Но вот он в этой организации серьезно там причем стоит. Вот. Существует эта организация за счет пожертвований, как бы пожертвования, есть всякие гранты, которые выдают правительства разных стран и так далее. Как говорит сам Герклаус, члены организации на сегодняшний день очень сильно внедрены во все правительства всего мира. Как бы, и опять же, вот, например, видите, премьер-министр Китая выступал и то.
казалось бы, коммунисты, диктаторы, это все, что им там этот Клаус. Ну вот выступал он там, делился опытом. Вот. И организация была в принципе, идея организации была в том, чтобы создать вот форум людей, которые действительно чего-то стоят, и делиться идеями, придумывать что-то новое, как бы делать координацию действий и так далее. Ну, как бы задумка, в принципе, не очень плохая, но вот что считает конечная цель товарища, извиняюсь, Гера Клауса и организации WEF, Всемирный экономический форум. Дальнейшая цель – это то, что миром, в принципе, должна руководить вот верхушка, как бы вот организация людей, которые умные, удачливые, богатые, могут вести за собой массы, там, красиво разговаривать, то все третье, десятое. Вот эта вот верхушка людей должна руководить миром, причем всем миром. Ну, вы понимаете, что о демократии речи никакой нету, и как бы это уже получается, даже если из хороших людей, из стоящих людей, но все равно получается вот как-то каста, которая будет диктатурой заниматься, вот она будет мировая диктатура, полная мировая диктатура, потому что вот эта каста людей, которая избрана, опять же, не своими народами, а избрана именно вот Гером Клаусом и его соподвижниками, вот эта каста людей, в принципе, будет заправлять миром. И они как бы не стесняются это говорить, они вот говорят это впрямую, что в принципе, да, вот они считают, что вот эти люди должны править миром, для того, чтобы миру было хорошо жить. Ну, вот понятие «хорошо жить» тоже как-то непонятно. Вот. До сих пор не могу понять, почему они с 71 года были в тени, что именно, чем они именно не занимались, пока они были в тени. Вообще там все очень облачно, как бы, ну не облачно, а скрытно. Вот как про Клауса, когда я говорил, ставил ролик, вот, ну ничего про него не известно толком, да. И вот ты думаешь, слушай, ну если от человека ничего не известно, значит есть что скрывать. А если есть что скрывать, то значит что-то там нечисто. Вот как, в принципе, о нем, так и об этой организации. Они все это время оставались в тени, и вот последние года они решили, насколько я понимаю, они решили, что вот это самое подходящее время, вот с пандемией и со всем этим вот, они решили выйти в свет. И скажу честно, опять же, я говорю сейчас только поверхностно, я думаю, что я, да, зайду в их идеи, и вот, например, книгу он выпустил про четвертую индустриальную революцию, и книгу он выпустил про глобальную перезагрузку, которая связана именно с короной. Она так и идет. COVID-19, глобальная перезагрузка. Опять же, он выпустил ее в принципе где-то месяца 3 после того, как страны осознали, что такое пандемия, что есть такая пандемия, которая называется COVID, и что надо что-то делать. Он через 3 месяца буквально выпустил уже книгу. Вот. И эту книгу мы тоже попробуем чуть разобрать в плане того, что, опять же, что он хочет в конце. Чуваку, кстати, 84 года, если я не ошибся в своих подсчетах, но вот он 38-го года рождения, вот ему 84 года. Выглядит он еще пока неплохо, но я вот не могу понять, может поэтому он вышел из света, чтобы уже, ну, сколько уже ему осталось, так надо что-то делать. Вот. Значит, цель организации, вы понимаете, это, в принципе, мировое господство, объединить все народы, как бы, и править всеми народами вот так вот через верхушку, которая, да, будет профессиональная, это я должен отдать, ну, как бы это не просто там какие-то там будут сидеть непонятные люди, а да, взять вот, как говорится, сливки общества во всех смыслах этого слова, в научных, в экономических, в промышленных, в военных и так далее. И вот чтобы они правили, куда миру идти и как грести. Сделаю небольшую аналогию, да, вот чтобы иногда людям, я иногда даже для себя пытаюсь сделать аналогию чего-то, чтобы, ну, как бы я себя считаю сравнительно простым человеком, и вот хотелось бы понять по-простому. Короче, вот смотрите, весь мир овцы. Я, кстати, в плане насчет овец очень много говорилось об этом во время конвоя, что
люди, вот пропаганда промыла мозги, они идут как овцы, как стадо баранов, например, идут за своим пастухом и делают то, что он говорит. Мы все это прошли вот это вот за последние 2 года пандемии, что в принципе так и происходило. Была пропаганда, промывались мозги, то все третье, десятое. Говорили нам, пихали нам науку в глаза, хотя наука уже не подтверждала того, что они говорили, но они находили научных докторов, которые да, подтверждали, что они говорили. Но вот очень большое количество людей шло просто как овцы вот за пастухом до конвоя свободы, когда в конвое свободы оказалось понятно, что не все овцы, и есть люди, которые думают по-другому и думают свободно как бы. Вот. Но вот аналогия такая, весь мир делится, весь мир это овцы, причем есть черные овцы, белые овцы, желтые овцы, не в плане расы, а в плане именно народов, я имею в виду. Кстати, я не расист, никак, не отношусь к этому. Когда я говорю, я просто имею в виду, что разные масти овец, вот, судя по тому, где они живут. Вот, например, Канада — это канадские овцы, русские овцы, африканские овцы и так далее. Вот. И есть союз пастухов, такой вот небольшой, которые каким-то образом считают себя лучше других. Некоторые, может быть, и лучше. Ну, слушайте, Билл Гейтс — это Билл Гейтс. Ну, как бы, я с ним не сравнюсь, да? Вот. Но он как бы лучше меня, умнее меня, я так понимаю, все это. Но вот все равно как бы. Но вот вернемся к овцам. Вот эти пастухи решают, куда идут овцы, где они пасутся, чем они, что они кушают, что они пьют, когда им сходить в туалет, когда их подоить, когда их забить, кого забить, какую часть овец забить, постарше или помоложе и так далее, в какое русло их направить. Вот как бы вот это такая аналогия получается, что для них весь мир это овцы, и они этими овцами управляют как бы. Проблема начнется у них, и на мой взгляд, если им это да удастся, надеюсь, никогда не удастся, надеюсь, что люди проснутся раньше, но если им это да удастся, то надо будет ждать, пока появятся непокорные овцы, которые будут уходить в другую сторону. Вот. Опять же, как сказал сам Клаус, они уже внедрены во все эшелоны власти, во все сферы, промышленные, экономические, военные и так далее. Так что, поэтому это и напоминает мне Гидру, которая в этом комиксе и фильме была. Вот, ну, ребята, честно скажу, вот действительно, конспирации не вдавался, ничего. Не знаю, насколько они развиты на самом деле, как бы, да, но собираюсь более детально разобрать их чуть-чуть на части, насколько это будет возможно, насколько вот есть достаточно информации про них. Но пугает, как бы. Смотрите, я с одной стороны думаю, что да, если взять отдельную страну, в этой стране как бы правительстве должны сидеть профессиональные люди. Не какой-то учитель драмы, который вдруг стал настолько умный, что он решает миру, решает Канаде, как жить и как быть. А должны сидеть серьезные. Вот министр финансов должен быть серьезный экономик. Не тот, который закончил 3 года в университете, а именно человек, который прожил жизнь, который участвовал в финансировании много, и участвовал там, был директором банка международного. Ну, такого плана. Ну, как бы чувак, который понимает, о чем базар. А когда приходит кто-то, и вот они кричат, вот, например, вот представьте себе, сейчас вы выбираете вот НДП, вот этих так называемых коммунистов, вот, и они вот кричат сейчас, давайте поставим минимальный заработный платок в Канаде $20 в час. Теперь есть два выхода. Если этого человека выбрать, и он станет министром финансов, есть два выхода. Оба плохие. Первый выход, это то, что ему там объяснят, что, чувак, ты дебил, и ты всякую фигню пропорол, а это сделать нельзя. И тогда получается, что он будет сидеть там министром финансов нечестно абсолютно, потому что его выбирали по одной причине, а остался он там просто так уже за компанию. Вот. И он не будет соблюдать то, что он обещал. Вторая причина, что он скажет, мне плевать на все, что вы говорите. Есть у вас степень по экономике, нет. Я обещал $20 в час, будет $20 в час. Что приведет к тому, что люди, которым он обещал и которые за него проголосовали, жить от этого легче не будут и лучше не будут, даже если им поднимут зарплату на $20 в час. А экономика страны в конечном итоге как-то очень пойдет в плохую сторону, может даже разрушиться, в зависимости от того, насколько фантастические вещи он обещал при выборах. Вот. Обе ситуации плохие, так что ничего хорошего от этого не ждешь. Поэтому как бы я считаю, что если человек пытается быть министром финансов,
то у него должно быть не только подобающее образование, но и подобающий опыт. Вот. Поэтому как бы то, что Гер Клаус говорит, что вот должны управлять миром профессионалы, тут и да, и нет, как бы. Во-первых, когда профессионалы сидят в правительстве, это всегда намного приятнее и лучше. Но все-таки, если мы говорим про свободу народа, этих людей должны выбирать люди, которые живут в той стране. Не Гер Клаус, который решает, кому стать членом организации, кому стать членом совета директоров и так далее. Потому что, ну, не хочется мне, чтобы Гер Клаус за меня решал. С его непонятным прошлым, с его акцентиком. Когда он говорит на английском, вообще ощущение просто, что чуть ли не... Ну, ребят, честно скажу, ощущение, как будто Гитлер говорит. Но это просто у него акцент такой. Я сразу вам говорю, как бы не связан. Я не нарыл на него ничего такого, что может оказаться, что он там нацист или что-то еще. Но вот в этом и тоже проблема, что я на него ничего не смог нарыть. И в интернете про него ничего нету. И никто про него ничего не знает. Как бы, понимаете, вот такая получается тема, что, а вообще, как бы, кто он? Вот, и вот представьте, что вот этот кто он будет править миром через свою организацию, через совет директоров. Сомневаюсь, что кто-то из них сможет что-то ему возразить, так как он все-таки бессменный лидер, что опять же напрягает то, что ты бессменный лидер, это значит, что даже если ты завтра начнешь пороть чепуху, тебя никто снять не сможет. Вот, и останется ждать только, когда он коньки откинет, а ему уже 84 года, так что может быть скоро. Ну, короче, вернемся к организации. Меня сильно напугало это, что если у них да получится каким-то образом это делать, в чем, опять же, я надеюсь, что человеческая натура все-таки всегда стремится к свободе, и прижать ее можно только настолько, насколько пружина позволит. И потом эта натура просто вырвется и начнет творить черт знает что, только чтобы добиться свободы. Я на это до сих пор надеюсь, что люди хотят быть свободными на самом деле. Вот. Но если у них получится то, что они задумали, то результат простой налицо. Вот сидят там всякие Билл Гейтс и то все. И опять же, я ему не потому, что он там богатый, я считаю, о, я не коммунист. Богатый, добился своими мозгами. Молодец. Уважение. Слушайте, не каждый может. Если бы я мог быть таким умным, как он, и добиться своими мозгами того, чего добился он, я бы даже 2 раза не думал бы, добился бы. Поэтому я уважаю очень сильно, и таких, как он именно. Христу я не уважаю по другим причинам. Вот, но таких, как он, уважаю очень сильно, и поэтому, как бы, ну, опять же, хотел бы я, чтобы он решал мою судьбу до мельчайшей детальности? Абсолютно нет. Ну, как бы, если он завтра придет, и, в принципе, к этому все идет, что вот они скажут, вот, эта страна должна производить то-то, а эта страна должна у нее покупать это, а производить то-то, и так далее. Как бы вот такая вот, типа, идет, будет такое распределение, и то, что он говорит о ну, о координации, вот. Вот такая вот координация будет в плане, будет кто-то будет производитель, кто-то будет продавец, кто-то будет это. И причем в глобальном таком аспекте, что типа вот одна страна будет производить колеса, например, для машин, а другая будет производить оси и так далее. Вот так вот потихонечку как бы будет собираться. Ну, короче, страшно, потому что не хочу я, чтобы мне кто-то говорил, что делать, ну, кроме рамок закона. Рамки закона это, опять же, более-менее логичные и в большинстве нормальных стран. Вот. И как бы там все более-менее понятно, типа не убей, не укради и так далее. А тут, как бы, чтобы он мне говорил, чем мне заниматься в жизни, потому что вот он решит, что Канада должна производить лес, например, поэтому все должны быть лесниками или продавцами в продовольственных магазинах, а продовольствие им будет завозить с другой стороны, которая будет фермерами и растить там, мочить коров, там типа то все для мяса. Ну как бы не хочется, а ощущение вот, что туда они идут. Вот. И это противоречит моей натуре, как бы я вообще все это затеял из-за конвоя свободы. И вот то, что пытаюсь как бы сделать, это то, чтобы люди проснулись, люди поняли, что если они хотят быть свободными, надо действовать сейчас, а не ждать, пока кто-то будет действовать за них. И вот кто-то мне говорил, что вот лидера нужно, чтобы поднялся. Но знаете, я считаю, что если массы будут готовы к изменениям, если массы будут готовы к свободе, то лидер объявится. Из этих масс выйдут лидеры, которые потянут дальше за собой эти массы.
Но для этого надо подготовить массы, потому что иначе получится, как в Канаде с конвоем свободы. Что вот были свободные люди, были лидеры, вышли, что-то начали пытаться бороться за свободу, а вот эти вот овцы в большинстве своем их еще и обсирали. Вот. Поэтому я считаю, что надо готовить массы. Поэтому как бы и вот затеял все это, поэтому надеюсь, что все это будет как-то шериться, и люди будут друг с другом разговаривать на эту тему, и будут объяснять друг другу, что и как происходит, и пытаться вникнуть, и пытаться понять. Э, Поэтому как бы, что можете сделать вы по этому поводу? Очень просто. Обучать. Если вы поняли, если вы знаете, что происходит, если вы верите мне, например, даже, и вот задумались, потому что как послушали меня, задумались, сказали, слушай, а что-то там, да, так и вот выглядит, как будто что-то есть в этом. Не закрывайте это в себе, продолжайте дальше. Один человек не может э, объяснить миллионам или миллиардам людей. Каждый должен внести свою лепту. И на данный момент надо подготавливать людей к тому, что уже идет борьба за свободу, потому что свободы как таковой нет ни в одной стране, насколько бы демократической она ни была. И с другой стороны будет, может быть, борьба вот с мировым господством, вот эти вот политические элиты, которые в конце объединятся в одну большую мировую элиту, и вот с ней надо будет бороться. Для этого надо, чтобы люди понимали, поэтому если вы поняли, говорите с друзьями, посылайте им ролики, не обязательно мои. Если вы видите какой-то ролик, который не является пропагандой тех или иных особенных людей, посылайте им. Пусть начинают понимать, пусть начинают задумываться и знать, что происходит в мире. И я считаю, что если вот вы будете это делать, то массы будут подготавливаться намного быстрее и намного лучше. А когда подготовится масса, тогда уже поговорим. Тогда уже придет момент, когда надо будет действовать, а не просто разговаривать. И опять же, сразу замечу, я не за насильственные действия, не революция с ножами и дубинками. Ну, конечно, может быть, придется как-то защищаться, но вот я более такой человек мира, скажем так. Вот конвой свободы меня еще чем больше покорил, кроме того, что я верил в идеи и так далее, это то, что люди там были безоружные. Кто бы вам ни говорил, и что бы вам ни рассказывали, там автоматы нашли или что, люди были безоружные. Есть видео, есть доказательства. Люди даже с полицейские были с дубинками, с лошадьми, с бронемашинами, в полном обмундировании, с автоматами, били прикладами людей. И ни один из людей не поднял ни нож, ни камень, ни палку, ничего. И опять же, вот даже в плане того, что полицейские и военные тоже должны начать открывать глаза, а не, да, армия это диктатура, но люди должны начинать там пытаться понять свободно, как бы, что происходит вообще, за кого они идут, за что они сражаются. Ну, если, например, вот поговорить про Украину с Россией, да, вот люди должны понимать, военный или не военный, уже со времен Второй мировой войны было понятно, что отмазка «я просто выполнял приказ» не должна работать. Если ты свободный человек, и ты можешь думать своей головой, и тебе говорят сделать что-то незаконное, подай в отставку. Ну нахер эту работу. Ну вот так вот. Буду заканчивать 28 минут уже ролик. Действительно очень долго, что я затянул. Буду заканчивать этот ролик. Опять же, ребята, освещайте массы. Вот что вы можете сделать. Освещайте массы, рассказывайте им вашу правду, рассказывайте им о свободе, освещайте ваших детей, объясняйте им, что такое настоящая свобода, что такое настоящая демократия. Пусть они знают, к чему они должны идти. И вот я думаю, что если мы все внесем свою лепту, может даже на нашем веку еще мы увидим проблески той свободы, в которую когда-то верили, как теоретическая идеальная свобода. Может, мы все-таки сможем сделать ее более-менее практической. Спасибо. Буду ставить ролики. Я продолжаю читать больше про организацию. Буду вас освещать в плане того, что если увижу что-то интересное, что они сказали, что-то интересное, что они сделали, освещу себя в прежде очередь этими книгами, которые он написал, и про 4-ю индустриальную революцию, и про великую перезагрузку. Вот. Чтобы не оказалось только, что мы в конце как в «Матрице» будем. Нас сейчас перезагрузят всех. Вот. Ну, удачи вам,
хорошего дня, вечера, ночи, смотря где живете. И надеюсь, что да, будем расти. Те, кто действительно хотят свободу и любят свободу, будут расти в количествах и в понимании, и наконец-то откроют глаза и перестанут быть овцами. Счастливо.